Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. 23 февраля сегодня. У нас пчелы мало-мальски облетались не сильно, но видно вот по пятнам на крышке улья, что они потихонечку незначительно облетались. Незначительно это хорошо, потому что на облет идут в первую очередь самые бедовые семьи. Те семьи, которые зимуют плохо, рвутся на облет, которым не втерпешь. Те семьи, которые зимуют нормально, на облет, как правило, не спешат, потому что они могут терпеть, экономят тепло, ждут хорошей погоды. Так вот, задавали вопрос, какой силы семья, сколько рамочек должны занимать пчелы весной. Значит, ответ очень простой. Все зависит, конечно, от силы семьи. Чем сильнее семья, тем, соответственно, она больше занимает рамок. Сильная семья в северных регионах, это считается 10-12 улочек должны пчелы занимать. В южных регионах сильные семьи считаются меньше, то есть те, которые занимают 7-8 улочек, потому что в южных регионах пчелиные семьи очень сильно проседают по силе осенью. Но есть понятие минимальной силы семьи. Давайте будем разбираться, что такое минимальная сила семьи, потому что максимальная сила семьи, понятное дело, чем больше, тем лучше. Ну, давайте разберемся. Минимальная сила семьи, которая должна быть весной. Значит, весной минимальная сила семьи должна быть не меньше килограмма пчел, то есть не меньше 4 улочек пчел. Опять же, в южных регионах сила семьи может быть и 3 улочки, но, честно говоря, по моему личному опыту, 3 улочки уже очень плохо развиваются. Не то, чтобы они совсем не развиваются, но развиваются значительно медленнее, чем пчелы, у которых 4 улочки. Поэтому с такими семьями на 3 улочки надо проводить работу отдельно, то есть вести с ними разъяснительную беседу. Почему они себя плохо ведут, почему они такие слабые и что с ними делать. Ну, к таким семьям надо, конечно, применять определенные методы для того, чтобы усилить развитие семьи весной. Семьи, которые меньше 3 улочек, это, считайте, практически они не жизнеспособны. Если у вас пасека большая, то такие семьи надо просто весной выбраковывать и больше ними не заниматься, потому что они на себя забирают много времени, а времени, как обычно, весной не хватает. Если у вас пасека маленькая и у вас такая семейка, там жменька пчел в этой семейке, то в принципе ее за уши можно вытянуть. Но только при одном условии это имеет смысл, если там действительно хорошая матка есть. Ну, допустим, там семейка по какой-то причине зимой ослабла, или она зашла в зиму ослабленной, а матка у вас там очень хорошая. Тогда только для того, чтобы спасти матку, можно заниматься этой семьей. Если же там матка посредственная, то просто надо махнуть рукой на эту семью и просто ее ликвидировать. Так вот, для нормального развития семьи желательно, чтобы в семье было как минимум 4 улочки пчел. Тогда семейка будет нормально развиваться. Опять же, если ваша семья занимает меньше, чем 6 улочек, то такие маленькие семьи, меньше 6 улочек, требуют к себе, опять же, повышенного внимания и разъяснительных бесед, почему они себя так плохо ведут. Ну и надо рассказать мохнарылым, что они неправы, и, соответственно, применить к ним определенные методы весенние, для того, чтобы сберечь тепло, потому что у маленьких семей самая главная проблема весной – это тепло. У них мало тепла, потому что тепло – это ресурс очень большой и очень нужный для семьи весной. Без тепла не будет ничего, поэтому маленькие семьи надо сокращать или по Блинову, или подогревать искусственно, или что угодно придумывайте, но их надо подогреть, если вы собираетесь эту семью вытягивать за уши. В общем, на этот счет методов много, и каждый извращается так, как хочет, потому что пчеловодство наука не точная, кто как хочет, так и пчеловодит. Каждый оглядывается на свой опыт, пользуется своими наработками, и переубедить, соответственно, невозможно и бесполезно. Соответственно, на юге семьи, которые имеют 6 улочек и больше, никакого особого пристального внимания к себе не требуют. Они так и так нормально будут развиваться без вашего личного вмешательства. Сделали весеннюю ревизию, обеспечили всем необходимым, закрыли, и 40 дней к ним можно не подходить, они сами справятся. Так что, если подвести итог, то ответ на этот вопрос очень простенький. Если семья имеет меньше 3 улочек пчел, она очень проблемная. Ее лучше, конечно, ликвидировать, чтобы ее не было, чтобы на нее лишний раз не отвлекаться. Но если есть желание, то, конечно, можно ее за уши и вытянуть. Семьи от 3 улочек до 5 улочек, они проблемные, но в принципе с ними можно работать, они нормально поддаются дрессировке. Семьи, которые 6 улочек и больше, вообще к себе никаких пристальных вниманий не требуют, они самостоятельные, сами будут работать, обеспечьте их всем необходимым, закройте и не мешайте, самое главное. Вот и вся сказка. Соответственно, когда делаете весеннюю ревизию, должны посмотреть на силу семьи и поделить пасеку на 3 части. Семьи беспроблемные, больше 6 улочек, семьи проблемные от 3 до 6 улочек, семьи катастрофически проблемные, меньше 3 улочек. И, соответственно, строить свою работу дальше в зависимости от того, какая ситуация сложилась у вас на пасеке.
Может, ваши пчелки перезимовали прекрасно, никаких проблем не будет, слава богу. А может, перезимовали и очень плохо. И надо смотреть, что у вас случилось на пасеке, какие ресурсы вы имеете на старте, и правильно ими распорядиться, потому что пчеловодство – это наука про рациональное использование наявных ресурсов. И чем лучше вы научитесь ими пользоваться, этими ресурсами, тем лучше вы будете пчеловод. И больше соберете меда, и будут у вас лучше семьи. Ну а сегодня было вот такое вот видео про мохнатых чудовищ. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, но ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И не забываем передавать привет моим маленьким мохнатеньким чудовищам. Они уже даже немножко облетелись.